Приветствую всех на моем бухловарском канале, и сейчас я буду гнать бухло. Не умеешь обращаться с аппаратом, не лезь. Самое главное в приготовлении Сэма — это, конечно же, самогонный аппарат. Такой вот самогонный аппарат достался мне от компании Доктор Губер. Несколько слов о выборе данного самогонного аппарата вы можете посмотреть в этом видео. Кардинальное отличие от моего предыдущего самогонного аппарата — это, конечно же, наличие вот данной тарельчатой колонны. Принципом действия тарельчатой колонны является взаимное обогащение паров и флегмы. Флегма, кто не знает, это конденсированный пар, грубо говоря, это жидкость. Так вот, принципом действия тарельчатой колонны является взаимное обогащение паров и флегмы за счет прохождения паров под давлением снизу вверх сквозь слой флегмы на каждой тарелке. То есть вы сейчас это все увидите в моменте перегонки. За счет того, что пар проходит флегму в виде мельчайших пузырьков, площадь соприкосновения пара и жидкости очень высока. Минутка умных слов на канале Бухловара. Значит, что хотелось еще очень сильно отметить мне. Это вот эти вот быстросъемные соединения для подключения к воде. Очень-очень суперская вещь. Все, чтобы нам соединить, не надо ничего закручивать, прикручивать. Отжимаем. Все, соединение у нас готово. Не протекает, не капает. Вообще огонь. Если кто решит сделать подобные вещи на своем самогонном аппарате, это вот металлические, есть пластиковые. По крайней мере, в я видел. Стоят они в разы дешевле металлических. Точно такие же соединения у меня установлены на трубе холодного водоснабжения. Единственное, что хочется отметить, берите более жесткие шланги. Вот видите, какой у меня прогиб получился вместе соединения. То есть, когда трубка висит, то так все выглядит не лучшим образом. Сразу хочу показать, вот предыдущий мой самогонный аппарат имел соединение вот такого вот типа. Это все вечно протекало, это очень жутко меня бесило, постоянно приходилось все подкручивать, наматывать ленту, жуть. Так, ну что, у меня есть зерновая брага, которую я приготовил несколько дней назад, вот в этом видео. Прошло 5 дней, сейчас все это дело будем переливать в куб. Чтобы как можно меньше дрожжей и мути попало в куб, я буду снимать брагу с осадком с использованием данного сифона. Вот такой, собственно, слой дрожжей на дне у нас остался. Ну, не знаю, высота этого слоя столько примерно. Такого от сахарной браги я еще не видел. То есть это вот на зерновой браге я впервые такой слой наблюдаю. Значит, куб у меня 36 литров. Залил я приблизительно 29, где-то 30 литров зерновой браги. Теоретически столько браги заливать ни в коем случае не рекомендуется, потому что она очень пенится. Но мне, как обычно, лень на несколько частей делить. Поэтому я попробую все за один перегон. Будет пениться, буду убавлять плитку. Ну, в общем, смотрим. Вот такая вот у меня есть плитка на 2 киловатта. От предыдущей плитки вот в этом ролике она отличается площадью нагревающего элемента. Устанавливаем нашу небольшую кастрюльку. Устанавливаем колонну. Подключаем шланги. Запускаем плитку. Устанавливаем попугай. У тех, у кого нет счетчиков на воде, желательно воду включать заранее. Иначе вы забудете, куда-нибудь отойдете, и у вас все это в воздух уйдет. Ну а у кого есть счетчики, вам примерно надо знать, через какое время закипает. Я воду включу заранее. При первом погоне мини-дефлегматор включать не нужно. Смысл первого погона, чтобы как можно быстрее выгнать спирт-сырец. С тарельчатой колонны быстро сделать этого не получится. Поэтому хотя бы отключаем мини-дефлегматор. Для наглядности вообще убираем шланги. Вот то, что я говорил, вот этот вот сгиб. Все это, конечно, нежелательно. Придется менять шланг. Сэм будет у нас выходить в попугай. Сюда я установлю спиртометр. И все это дело в банку. Ну вот, как я и говорил, пена полезла. Первую тарелку полностью уже закрыла. На второй тарелке, вот вы видите, как флегма стекает. Четвертая еще не работает. Работает вторая, третья, первая забита пеной. Прошло 1,5 часа, 92 градуса в кубе. Убавляем. Все, пена убавилась немножко. В принципе, все можно так и оставлять. Вот 4-я секция заработала, 2-я заработала 3-я. Нам вообще не нужно, чтобы тут эти секции все работали. Нам вообще надо, чтобы прямым током все уходило. Но раз у нас есть только губеровский агрегат,
то делаем на нем. Итак, прошло 3,5 часа, у меня получилось 4 литра спирта сорца крепостью 45 градусов. Это количество получилось из 10 килограмм сода. На самом деле это очень маленький показатель. Он получился ввиду того, что я просто-напросто отфильтровал всю брагу перед брожением, то есть удалил всю дробину, в которой как раз таки и заключалось энное количество сахара. В связи с этим я поставил еще одну брагу, использовал 6 килограмм сода. У меня получилось почти 3 литра. Сейчас, значит, это дело все я смешиваю. Получилось, у нас получилось приблизительно 42 градуса, 6,5 литра спирта сорца. Что необходимо знать дальше? Нас интересует количество голов, которые мы будем отбирать. Как узнать количество голов? Все очень просто. Надо посчитать количество абсолютного спирта в этом спирте сорце. Абсолютный спирт — это, грубо говоря, спирт 100%. Как это считается? Очень просто. Вот у меня получилось 6500 мл спирта сорца крепостью 42 градуса. 6500 умножаем на 0,42 и получаем... Сколько мы получаем? И получаем, короче, я посчитал, получается 2730 миллилитров абсолютного спирта. Теперь от этой цифры надо взять 10%, то есть 2730 умножить на 0,10. Получается 273. 273 миллилитра это будут наши головы, которые будет необходимо слить в унитаз. Теперь это количество 6,5 литров необходимо разбавить до 20, а желательно до 18 градусов. Все это можно посчитать также по калькулятору самогонщика. Добавляем сюда воды. Сейчас я посчитаю. Короче, необходимо добавить 7 литров воды. Набираем водичку. Хотелось бы еще добавить такой момент один. Обратите внимание вот на эту табличку. Это таблица расчета от самогонщика Леопольда. Его канал у меня в описании будет. Ссылка на эту таблицу тоже в описании экселевскую. То есть вы вносите параметры, изначальный спирт-сырец, даже брагу можно рассчитать. Сразу будет у вас расчет по количеству голов, количеству самого тела, хвостов и предхвостовой части. То есть вам не придется, грубо говоря, самим это все считать. У вас сразу все посчитается. Вам будет написано, сколько надо тела отобрать, вам не надо будет нюхать, поджигать, как многие делают. Так, ну я как бы разбавляю тогда и все скручиваю. Итак, в кубе 86 градусов. Так вот активно у нас работают тарелки. Все 4 тарелки. Здесь у нас 77 градусов. И так вот потекли первые капли. Печку надо сразу убавить на минимум. Вот посмотрите, я добился такого медленного отбора голов. 225, 226, 220. Ну почти раз в секунду капает. Вот так теоретически должны отбираться головы. Я понимаю, что медленно и нудно, но так вы получите качественное бухлишко. Всем желаю, всем советую. Температура в кубе 86 градусов. Температура после дефлегматора. Вот температура скачет от 73 до 76. Вода холодная бежит вот такой вот струйкой. В мини-дефлегматоре напор. Это у нас основной холодильник. Накапало 300 миллилитров голов. Теперь вот по этой таблице леопольдовской необходимо отобрать 2 литра 171 миллилитр тела. Ставим 2 литра банку, печку прибавляем
После чего по этой же таблице отберем 150 мл хвостов для аромата. То есть, если мне покажется эти 2 литра не совсем ароматным бухлишком, то вот эти 150 мл можно будет добавить, и у нас уже получится именно ароматный сэм. Так, вот такое это все струйкой у нас полилось. Попугай можно закрыть. И сюда уже, то есть непосредственно сам попугай, установить спиртометр. Так, закидываем аккуратненько, так как он еще пустой у нас. Крепость идет 88 градусов. Температура в кубе 88. Температура в колонне 78. Прошло 3 часа, я собрал съедобную часть самогона, так называемое тело. Крепость получилась 86 градусов. Запах интересный такой, я бы не сказал, что спирт. И хлебом-то не воняет как таковое. Ну, запах вообще бесподобный, если честно. Также я собрал предхвостье 150 мл. Вот предхвостья уже попахивают конкретно хлебушком. Все это я делал, исходя из таблицы Леопольда, вот из этой вот. То есть, если меня будет не устраивать запах самогона, то я добавлю вот эту часть и как раз обогащу напиток ароматом, вкусом солода. Если теперь я это количество разбавлю до 42 градусов, у меня получится 4 литра, 4200, по-моему, точно не помню, надо по калькулятору посмотреть. Ну, мало, согласен, мало. Тут у нас, значит, еще установка работает, там хвостовая часть у меня в данный момент идет. Температура в колонне 84 градуса, температура в кубе 96 градусов. Значит, хотелось бы сказать пару слов, само собой, о цене. Минимальная цена, которую я находил в интернете, особо, собственно, не искал, буквально вторая ссылка в Гугле, в Яндексе. 60 рублей за килограмм солода я нашел. Я потратил 16 килограмм солода на все про все. Получил 4 литра зернового питьевого самогона. 60 рублей умножаем на 16, получается 960 рублей. Дрожжи от 30 до 100 рублей. Теперь я покупаю дрожжи хмельные. Собственно, он уже показывал. Вот в этом ролике, где брагу делал. Они мне вообще достались по 30 рублей. Давайте, окей, берем средний ценник на дрожжи 60 рублей. Считаем электроэнергию. 2-киловаттная плитка за 1 киловатт, пускай будет 3 рубля. Установка работает 7 часов. Вот у меня конкретно проработал на 7-7,5. 48 рублей, пусть будет 50, округляем. За воду я, значит, не плачу, у меня нет счетчиков. У кого есть, ну, по-моему, я как-то одно время считал, по воде тоже там недорого получается. Сумма у нас вышла, сколько у вас вышло? Ага, сумма 1062 рубля у меня получилась. Это получается 265 рублей за литр. То есть я разделил на 4, получилось 265. Ну что, я не знаю, собственно говоря, хороший этот результат или плохой. Теоретически, конечно, теперь этот солодовый самогон можно залить в бочку, у кого есть, настоять. Но минимум 3 месяца у вас получится уже некое подобие вискарика. Я, скорее всего, закину часть самогона дубовую щепу, посмотрю, что из этого получится. Так, ну часть самогона я уже разбавил, тут у меня 3 литра. Вот эту бутылочку мы будем дегустировать. Дегустацию вы увидите вот в этом ролике. Ладно, господа хорошие, в общем, подписывайтесь на мой канал, кто первый раз зашел, подписывайтесь на мой паблик ВКонтакте, подписывайтесь на Инстаграм, кому это интересно. Ну, ставьте лайки, палец вверх, кому понравилось. Пока.